Всем привет! Вы на канале The Geckos, все о жизни во Вьетнаме. Сегодня я делаю визаран одним днем на границе с Лаосом Lao Bao Border. Мне нужно обновить свою визу, получить новую трехмесячную визу во Вьетнам, поскольку у меня нет безвиза с Вьетнамом. Я делаю визаран с помощью агентства, которое помогает получить визу всего лишь за один день. Мы начали свое путешествие в 4 часа утра с главного офиса визового агентства в Дананге. Наша группа ехала на 3 комфортабельных автобусах. В каждом автобусе были мягкие сиденья с откидной спинкой и достаточным местом для ног. Наши сиденья еще были оборудованы массажной кнопкой для спины, чтобы при желании можно было размять спинку в дороге. Мы путешествовали веселой компанией из 3 человек. Всего визаранщиков в тот день было около 50 человек. Каждые 1,5 часа автобус останавливался на отдых, перекус и туалет. До границы мы доехали всего за 4,5 часа. Мы ехали по новой трассе через Hai Vanh Pass. Это одна из самых живописных дорог во Вьетнаме, проезжая по которой вы можете полюбоваться красивыми холмами, речушками и аутентичными деревенскими пейзажами Вьетнама. Мы доехали до границы с Лаосом. Сейчас мы находимся на Lao Bao Border. Идем в сторону вьетнамской границы, чтобы выходить из Вьетнама, чтобы пройти вьетнамскую границу. И дальше мы уже будем проходить лаосскую границу и ждать нашей визы. Все, мы покинули Вьетнам. Сейчас мы идем в Лаос относить наши паспорта и ставить лаосскую визу. Лаосская граница выглядит достаточно симпатично. Такой миленький скверик. Просто идем сейчас прямо, пересекаем буферную зону. Вот. Сейчас будем входить в сам Лаос. Так, здесь такой есть маленький магазинчик прямо перед границей. Вот сама лаосская граница уже. Ну что, все, мы вышли с лаосской границы. Вот, нам поставили штампы и визы в наши паспорта. Теперь мы сейчас идем в отель. Мы вошли в Лаос, сейчас мы идем в отель ждать нашу визу во Вьетнам. Мы сегодня делаем визу во Вьетнам с ускорением. Мы уже покинули Вьетнам, и теперь наш агент будет подавать заявки на наши визы опять в миграционную службу и, скажем так, ускорять этот процесс получения. Сейчас на моих часах без 15:10 утра. Ожидается, что наши визы будут готовы примерно к 12 часам дня. Очень надеюсь, что они будут готовы, потому что тут бывают там, скажем, 1%, но бывает, что виза приходит не вовремя, и получается, что человек вынужден оставаться на ночь в Лаосе, вот в этой приграничной зоне, там где-нибудь в отеле или в хостеле, ждать свою визу и уезжать отсюда на следующий день. Но я очень надеюсь, что сегодня у нас такого не будет, нам сегодня повезет, и все наши визы во Вьетнам мы получим вовремя. Как только выходишь за пределы Вьетнама, сразу осознаешь, что ты в Лаосе. Ну, тут такая, на самом деле, зона достаточно такая вот пыльная, непонятная, и получается, надо сейчас все время идти прямо, там будет такая деревушка какая-то небольшая, там отель, в котором мы сейчас будем ждать наши визы. Козочки на границе. Здравствуйте, козочки. Вы уже прошли пограничный контроль? Ну хорошо, молодцы. Да, кивают мне, да, молодцы, ребята. Все, давайте, пока-пока. Тут козочек прям очень много. Вот мы только-только вышли в Лаос, и вот они прям везде гуляют. Вот мы продолжаем наш маршрут, мы уже подходим к какой-то деревушке. Вон, я уже вижу впереди наш, кажись, отель. Это заведение называется мотель Lao Viet. Так, как нам сказали, здесь есть кафе, есть туалеты. И, видимо, судя по тому, что это называется мотель, здесь должны быть номера. Вот, наверное, какие-то даже номера здесь есть. Да, вот уже члены нашей группы уже сидят здесь за столиком. Ну, это еще зона, кстати, более-менее такая, видите, чистенькая. Здесь вот что-то такое вот сделали, да, для туристов, чтобы они могли подождать свою визу. Там вон, кстати, наискосок уже вижу какую-то локальную
кафешку со стульчиками пластиковыми. Вообще-то, если пройтись туда дальше, мы сейчас не пойдем туда, но вообще-то, судя по карте, если пройтись вот туда дальше по дороге, там начинается местная деревушка. И, возможно, там еще есть какие-то хостелы и кафе, ну, такие условные, да. Но если вдруг, не дай бог вам, вы тут застряли, можно что-то поесть. Кстати, вот, смотрите, вот прямо в нашем Лао Вьете предлагают вьетнамскую кухню. Вот здесь хотя бы, наверное, можно даже нормально поесть. Я думаю, что здесь будет это все окей. Вот. Как там дальше, конечно, с едой я пока не знаю. Вот. Просто вам рассказываю, чтобы вы понимали, что происходит на границе Лао-Бао, вот в Лаосе, в самом начале страны. Я снимаю для вас, а тут снимает мужчина меня. Он идет с камерой и нас снимает, потому что мы пришли, и они такие: ой, иностранцы здесь. Да, хочу еще сказать насчет валюты. Сюда можете спокойно ввести вьетнамские донги, не надо менять на лаосские кипы деньги, ни на доллары, ни на что. Если вы особенно едете через агентство, они там денежку для прохода лаосской границы вам сами поменяют, если нужно оплатить за лаосскую визу. Вот. А так, берите с собой вьетнамские донги, здесь можно вот прям вот на этой приграничной зоне, да, вот в этом поселке, можно рассчитываться донгами. Поскольку сейчас получить визу, находясь во Вьетнаме, уже практически невозможно, нужно обязательно покидать страну и уже только после этого подаваться на новую 3-месячную туристическую визу, если вы хотите продолжать находиться во Вьетнаме после 3 месяцев пребывания. Поэтому самый простой и работающий вариант на данный момент – это вот так вот поехать на границу с агентством, пересечь границу, подождать несколько часов за пределами Вьетнама и потом, когда виза будет готова, зайти обратно. Да, конечно, это делается за деньги, но по сравнению с визараном, когда вам нужно вылетать из страны и потом где-то неделю ждать готовности визы в другой стране и залетать обратно, все-таки это намного дешевле. Если у вас есть безвиз с Вьетнамом, вы теоретически можете и сами делать такой визаран без агентства. Вы просто тогда выходите из Вьетнама, переходите потом лаосскую границу, тут же возвращаетесь назад во Вьетнам, и вам ставят безвизовый штамп на 45 дней или на 30 дней, соответственно, ваш паспорт, и все. Сейчас достаточно много людей, у кого есть безвиз с Вьетнамом, так делают, но вам надо понимать, что если вы так делаете, вам тогда нужно делать визаран, ну, как минимум раз в 45 дней. Спустя 2 часа 30 минут примерно мы получили свои готовые визы в электронном виде. Все, мы сейчас уже прошли лаосскую границу в обратную сторону. Сейчас идем на вьетнамскую границу и будем уже входить во Вьетнам по новой визе. Ура, ура, ура! Так, на моих часах сейчас 15 минут первого дня, и все, мы уже во Вьетнаме, ура! Мы прошли вьетнамскую границу, сейчас мы ждем всех наших остальных визаранщиков, кто с нами ехал в автобусе, и отправляемся обратно в Да Нанг. На данный момент мы находимся в визаране с 4 часов утра, то есть 8 часов ровно. Нам еще приблизительно 4-5 часов ехать обратно в Да Нанг, ну, то есть я думаю, что часам к 5 вечера мы уже вернемся обратно в город. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления от этого визарана. И также не забудьте подписаться на канал, здесь будет еще много интересных роликов про Вьетнам. Всем пока-пока, до новых встреч!